Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Сегодня мы начинаем еще один наш проект, который стоит уже давно и требует внимания. Очень некрасиво, что он стоит вот так вот, хотя проект очень хороший. Это Magirus Deutz 76 года, Zilla Tach наш тоже 76 года, они ровесники. Вот, хочется его чуть-чуть тоже подвести, чтобы он был красивый, аккуратный. Для этого мы сейчас вот уже подварили кабину, провели очень достаточно много работы. 2 дня Юра здесь лежал под ним. Все подварил, сделал, подкрасил. И сейчас я вам все покажу. Огромная всем благодарность за поддержку. Огромное спасибо, что ставите лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Также спасибо всем, кто подписался на Boosty. Если вы хотите поддержать нас, то ссылка на Boosty есть в описании. По подписке на Boosty вы будете получать каждые 2-3 дня коротенькие видосики о том, что у нас происходит в гараже. Так что всем огромное спасибо. Приступаем. Сняты все сиденья. Почему сняты сиденья? Сейчас вам покажу. Дело в том, что у нас... Всем привет. Привет. У нас здесь под сиденьями есть вот такие... Были, точнее, небольшие нюансы. То есть подгнившая немножко кабина. Юра здесь все подварил. Также были заварены вот эти вот крылья немножко здесь. Все восстановлено, все отверстия для крепления и обработаны грунтом. С этой стороны, с той стороны то же самое. Все обработано и сделано. Сюда устанавливается вот такое пластиковое крыло. Их мы тоже чуть попозже установим. Закуплю гаечки, болты и все это дело установим. Вот, что нам предстоит сейчас. Водительское сиденье тоже чуть-чуть нужно подварить, но там не так страшно, там чуть-чуть буквально. Демонтируем вот этот ковер заводской и добавим еще сюда шумоизоляцию. Также обработаем вот этот пол. Тоже его зачистим, здесь поверхностная ржавчина, ничего страшного, все нужно просто зачистить. Протрем растворителем, накроем виброизоляцией и потом наверх шумкой. И Magirus будет очень классно ехать, да? Да. Но это не точно. Также еще у нас здесь вот убрали мы алюминиевые родные подножки, потому что при открывании кабины они касаются за колеса, за наши ураловские. Поэтому сюда Юра изготовил подножки, сюда такие, я сейчас вам тоже покажу, будем их красить. Вот, новые. Так что Magirus будет преображен. По поводу его покраски пока что я не знаю. Наверное, не буду пока что красить, но немножко сомневаюсь, потому что у нас вот эти вот надписи старые, они не совсем нам нужные. Вот, поэтому, возможно, либо их сотрем как-то, но их уже не сотрешь здесь вместе с краской, походу, только если. Да, ну посмотрим. Вот, и Magirus наш нужно тоже привести в порядок. Сейчас демонтируем вот этот центральный ковер, его тоже нужно будет убрать, потому что здесь будем вибру ложить. Ну и по кабине, видите, она тут тоже не обработана, чистый металл. Такое себе, блин, почему они так отнеслись безответственно. Ну, 76-й год, о чем тут можно говорить. Мы завибрим и зашумим пол пока что, а там потом будем дальше смотреть, что будем делать с этими всеми обшивками. И вот там, видите, есть дырочка, которую нужно подварить. Да, давай. Крутить? Да. И вот тут тоже нам нужно восстановить пластиковую штуку. Сюда крышку. Ну так, конечно, Magirus по качеству хорошая машина. Потолок только не очень. На самом деле это большой труд работать с такими старыми автомобилями, как наш Magirus. Поэтому, друзья, я вам советую покупать новые автомобили. А чтобы купить выгодно и со скидкой, заходите на сайт autospot.ru. Представьте, вы можете выбрать авто не только в своем городе, но и заглянуть в соседние регионы. Скидки там могут достигать до 100, а порой и 200 тысяч рублей. Согласитесь, за такую экономию можно и проехать пару сотен километров, чтобы получить свой идеальный автомобиль. А вот по поводу способа покупки на autospot.ru все прозрачно, вы сразу видите скидки на авто в зависимости от способа оплаты. Будь то наличные, кредит или трейд-ин. Забронировать автомобиль проще простого. Введите свое имя, телефон, и менеджер Автоспот свяжется с вами с отличным предложением. Ну а если у вас уже есть автомобиль, то заходите в раздел сервиса и ТО на autospot.ru, и вы увидите стоимость предстоящих услуг. Записаться на обслуживание можно в 2 клика, легко и быстро. И внимание, для вашего удобства теперь есть мобильное приложение, с ним вы все операции можете проводить прямо с телефона. Так что же вы ждете? Заходите на сайт autospot.ru, находите самые выгодные предложения уже прямо сейчас. Сняли ковер, здесь
Управление лебедки пневматическое. Как это что работает, будем разбираться. Пневмо какие-то клапана включают, видимо, где-то гидравлику. Это у нас блокировка дифференциала межосевого, а это повышенная, пониженная. Вот, здесь тоже нужно будет поработать, но сейчас Юра будет подваривать эту часть, потом все зачистим и будем ложить шумку и вибру. Вот такой план. Обрабатываем вюртом. Юра здесь все заварил. Выдул всю грязь продувочным пистолетом. Ну и будем сейчас клеить виброизоляцию, потом шумку, все собирать. Хочется скорее уже собрать салон в Магирусе, чтобы он был аккуратный и красивый. А то у нас здесь бардак какой-то творится в такой крутой иномарке. Сейчас вюрт сработает, покрасим красочкой, будет красота. После обработки вюрта все подкрасил красной красивой красочкой. Ну, Юра уже начинает подгонять вот здесь виброизоляцию. Вот, она еще только подогнана. Обязательно будем протирать растворителем. Ну, после того, как все высохнет, растворителем протер и наносишь вот этот виброматериал. Пока теплая погода, нужно это сделать. Ее надо, знаешь, солнце когда было, на солнце. Так она и лежала на солнце. Давай, я эту раскатаю, а ты следующую бомби. Бери, ну-ка бери. То сейчас как закрутится. Подними вот это. Вроде провод. нормально. А провод. Вообще нормально. А, вот туда идет. Я вам дверь закрыл, нам нужно уже открывать дверь. Ну что, это такая чистая работа. Ну так уже тут все готово. К вечеру мы тут работнули зданий. Он полон энергии. Я уже за день уставший, а он еще полон энергии. И установили еще дополнительно 2 крыла. Представляете? Но работа нервная, конструкция дурацкая. То есть, я не знаю, как Юра здесь подваривал все. Но не подлезть никуда, мешают крылья эти. Выглядит это вот так. Внизу еще тут сейчас зажму. Даня побежал за ключом на 13. Также в салоне здесь сделали, видите, такую вот шумоизоляцию. Но она не толстая, потому что здесь еще родной ковер толстый вот такой ложится. Я не хотел сильно поднимать, потому что потом будет топорщиться этот оригинальный ковер. Вот, а так все ляжет аккуратненько и будет красиво. И у нас дополнительная шумо- и виброизоляция. Здесь доклеим, не хватило нам виброматериала. Вот 2 листа докуплю, и мы здесь тоже завибрим. И потом заклеим, здесь уже с пленом заклеим таким, который воду не впитывает. Вот, потому что здесь будет, естественно, ну, скажем так, вода может скапливаться. Продолжаем делать шумку на Магирусе. Вот у нас такой результат. Материал уже заканчивается, поэтому делаем с кусочков. Собираем пазлы. Итак, вот такой результат у нас получился. Часть обклеили одной шумкой, часть другой. Итак, у нас тест-драйв. Любитель BMW ездит на кразе. Так, мы продолжаем работать. Нам помог наш зритель и подписчик Юра, который к нам не первый раз приезжает. Всем привет. Огромное ему спасибо. Мы разобрались со стартером на Ханамаге. И сейчас возимся с Магирусом. Продолжаем. Кроме Юры еще к нам приехал тоже Миша. Миха 6х6. Вы наверняка, друзья, знаете все его.
Вот он нам тоже помогает. У него все в Магнуме уже в идеале, да, Миш, привет? Привет всем. И он нам помогает разбираться с Магирусом. Здесь мы продвинулись уже достаточно сильно. Мы закинули ковры, все прошумели. Здесь тоже прошумели. В общем, Магирус будет очень-очень тихо ехать, да? Стоять. Как ты думаешь? Однозначно. Будет тихо стоять, Юра говорит. Нет, будет тихо ехать. Вот, так что работаем вчетвером. Сейчас мы сделаем все за 3 секунды. Вот, но хотя я считаю лимит вот помощников это 2 человека. Все, больше нельзя работать, потому что просто начинаешь друг другу мешать. Это факт. Продолжаем работы по Магирусу. Решили разобрать потолок, поскольку нам нужно демонтировать мигалки. Сверху они вот так выглядят. Механизма внутри здесь нету, но мы полностью снимем вместе вот с этими корпусами. Вот, и с той стороны, и с этой стороны. Чтобы их снять, то пришлось вот снимать потолок. Здесь раскрутить болтики. Проводку эту уберем, тоже она не нужна. И заодно уже сделаем здесь шумоизоляцию. Она здесь была, видите, с завода. Но кто-то лазил, и, естественно, здесь уже всего нету этого. Вот такой потолочек наш. Вот Юра здесь электрикой занимается сейчас. Пытается что-то сломать. Ну, сейчас будем разбираться дальше. А они так откручиваются, Юр. Все, открутил все 3, снимай ее. Это граверки. Зашумели потолок. Вот такой поролон. Здесь войлок. Ну, Юра ругается, что это плохая идея. Не знаю. Возможно и плохая, но вот КамАЗе я разбирал, там все такое войлочное было. А КамАЗ какого Посмотрим. года был? 88-го. Он Это и есть. современная машина. В общем, у нас половина потолка вот такая, половина войлоком. Не знаю, что с этого будет, но будет не так шумно. И это самое главное. Все, продолжаем работать. Сейчас будем ставить потолок, потому что будет очень много матерных слов. Я камеру включать не буду. Широкая, а узкая. Стой. Подожди, не поднимай. Блин, мы ее не развернем. Развернем. Так, давай. Что за немец придумал эту систему, я не знаю. Когда все новые, но все работает. Все. Это был последний шуруп. У Юры уже не выдержали нервы, бросил все и поехал. Но я продолжаю, потому что нужно доделать. Я тогда спать не буду. Хотя зачастую более правильный вариант это все-таки оставить на завтра. Ведь утро вечера мудренее. Ну вот, достаточно много пришлось поработать здесь, повозиться. Еще не пойму, что здесь с потолком нужно. Вот тоже здесь то ли ручка была какая-то непонятно. Вообще у нас много ручек снято. Вот здесь нету ручки. С той стороны тоже нету ручки с водительской. Очень неудобно залазить. Вот, подкрутил немножко обшивку тоже снизу. Здесь подправил, чтобы она не так, ну, ужасно выглядела. Здесь что-то тоже вот не хватает креплений. Надо подкрутить тоже. Ну, одним словом, так чуть-чуть поусовершенствовал. Что это такое вообще? Ничего себе. Вот это да. Вот это наворот. Я раньше такого не видел. Да, теперь не закроется этот наворот. Вот здесь тоже чего-то не хватает, типа такой накладки. Ай-яй-яй, много чего не хватает. Он, кстати, с той стороны есть. Типа подлокотника такого. Но двери четко закрываются. Все, поехали домой.
Мы продолжаем заниматься постройкой нашего Магируса, наверное, автодома. Возможно, так мы его назовем. Пусть будет так. Что хотим сделать? Это сейчас запустить нашу гидравлическую систему всю, запустить нашу лебедку, посмотреть, работает ли. Но прежде чем это сделать, нам нужно установить гидробак. Устанавливать его будем здесь, за рессорой. Вот, на таком уровне примерно он будет стоять. Ну, не сильно торчать, но, тем не менее, вариантов нету. С целью экономии места установим его именно здесь. Вот, сейчас будем изготавливать для него кронштейн. Для этого будем использовать профиль. Одним словом, сейчас быстренько сфарганим это все. Не знаю, получится ли быстро, но думаю, будет красиво. Бак наш имеет вот такие 4 крепления. Вот они. Раз, два, три, 4. Сделаем перемычки. Потом вот так, 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 так. И усиление. Вот такой у нас получился каркас. Его мы еще не обваривали. Сейчас будем примерять. Просверлили уже одно отверстие в раме. Я немного переживал, немецкая рама, но она поддалась вообще без проблем особых. Ты не помнишь, тут у нас вровень оно или заподлицо? Так вот, не помнишь? Косяка не будет. Так, ну, сейчас закрепим. Второе отверстие буду сверлить. И потом вам покажу, все обварим. Устанавливаем наш кронштейн, все зачищено, заварено и даже частично покрашено. Ну вот он, красавец бак. Единственное, что меня мучает, может ли бак быть установлен чуть ниже насоса. Я очень сильно за это переживаю. Но может быть насос закатывает, не знаю. Очень сомневаюсь. Но напишите в комментариях, если есть спецы по гидрооборудованию, потому что у меня это, можно сказать, ну такой первый опыт. Не то что первый, но мало опыта у меня очень с гидравликой. Бак красивый, на улице очень большой ветер, если где-то что-то шумит, вы уж не обижайтесь. Следующая наша задача — это установить привод насоса. Вот там у нас ком, такой же как на Зеломане, у нас коробка очень похожа как на Зеломане. Вот, и здесь у нас есть муфта, которая будет к насосу, и насос. Но это какой-то самопал. Вот. Также есть и ответная часть этого кардана. Сейчас попробуем это все запустить, и возможно нам даже получится опробовать эту всю гидравлическую нашу систему. Собираем вот эту линию. А еще произошла прям катастрофа. Мы столько зданий мучились, устанавливали вот эти крылья, но это неправильно. Нам нужно вот эти крылья устанавливать. Я лоханулся просто капец, и сейчас вот их нужно будет. Мы, во-первых, все крепления варили под эти вот переходники. А нам нужно сейчас будет все это переделать под другие крылья. Я просто не представляю, как я так лоханулся. Но бывает, что поделаешь. Просто дополнительный кусок работы. Ну, немножко подсобрали здесь. Единственное, с шлицевой там возникли проблемы. У нас пыльник замятый, и поэтому собрать не можем. Ну, а так, насос весь установлен. Маркировку на нем я не вижу. Сейчас посмотрю со второй стороны. Странно, но нету маркировки.
Скорее всего, здесь была табличка какая-то. Но не суть. Вот такая у нас конструкция. Я почему оставил эту всю вот железо, это потому что, может быть, со временем здесь можно установить генератор. Так, шкивы есть, почему бы нет. Ну, пока что этим заниматься не хочу, нету времени. Сейчас соберем всю эту конструкцию, здесь зажмем, и можно будет пробовать. Заливаем масло. Первые 20 литров уже залили. Сейчас еще 20 заливаем. Первый запуск спустя полгода. Полтыка. Сейчас накачает воздух. Будем пробовать. Шумка отличная, он меня не слышит. Уши двигатель залаживает. Офигенная шумоизоляция. Вообще тебя не слышу. Я зато все слышу. Надо еще доделать. Надо телогрейку положить. Понял, как это работает. Для всех владельцев Магируса, я знаю, нас смотрят владельцы Магируса. Чтобы переключить в пониженную, нужно не просто перевести рычаг вот так вот в крайнее положение, но еще и добавить. Вот так добавил, отпустил. Все, вот так он переключится. Чтобы, допустим, в повышенную тоже спустили воздух и добавили. Вот так он переключается. А просто перевод рычага абсолютно ничего не дает. Хитрый кран. Включаем гидравлику. Вот, смотри-ка. Блин, на дороге капец. Ну и масло это, что я положил, вылетает. Может, попробуем лучше вот здесь? Можно здесь, а ты отжимал здесь? Пока что вроде бы ничего хорошего, блин. Не зажато, да? Это обратка. Это не давление, не будет. Это просто обратка. Ладно, подожди. Наверное, он все-таки не закачивает, да? Ладно, сейчас будем разбираться. Попробуем включить лебедку. Вот так она здесь у нас, я так понимаю, включается. Выключается.
ничего. А может вот это вот что-то нам поможет? Ну, мы уже нашли, что вот эта кнопка, это кнопка отключения лебедки. То есть, когда ее нажимаешь или отпускаешь, отключается сам барабан, чтобы вручную можно было разматывать лебедку. То есть, пневматическое отключение привода лебедки. Повозились мы полчаса, открутили вот эту трубку, выгнали воздух. Ну, как вы видите, да, не только воздух, но и масло, как обычно. И начала работать. Значит, лебедка работает в салоне просто взад-вперед, она наматывается, отматывается, и параллельно можно здесь вот рычагом это тоже делать. Сейчас Юра покажет. В одну сторону разматка, но вот плохенько она работает, то ли воздух еще есть. На намотку работает, ну да, типа, либо если тянешь, все нормально. Ну, зажми ее обратно. Вот, то есть, ну, как бы, типа работает. Вот. Эта конструкция тоже работает, отключение лебедки пневматическое. В салоне пимпочку поднимаешь, он отключается. Тоже работает. Единственное, сейчас дольем масло до уровня, чтобы не воздушилась система. На манометре здесь у меня в салоне скачет манометр до 50 атмосфер. До 50 бар. И что-то горит у нас вот этот дрюк. Непонятно, что такое. Вроде не было раньше такого. Все, глушим, дольем масло. И горит этот дрюк, и все. Хоть ты тресни, уже не дотронуться до нее. До лампочки, прикинь. 7,3 ату. Абшальт дрюк. Уже хороший результат. Вроде как схема рабочая. Пониженное, повышенное тоже мы разобрались. Ну, это уже результат, друзья, результат. Ты после пескоструя обрабатываешь? Да. Сняли эти крылья, которые здесь я ошибочно поставил. А вчера я покрасил вот наши новые крылья. Вы видели. И сегодня их сейчас установим. Магирус будет выглядеть совсем по-другому. А как, увидим уже через полдня. Ну вот. Совсем другое дело. Так уже покрасивее Магирус смотрится. Единственное, здесь тоже вопрос, будет ли все это открываться, но вроде бы нормально все. Теперь и ширина есть, и когда соберем задний подкрылок, будет еще красивее. Вот так это все выглядит изнутри. Сейчас все зажмем. Ну вот такая красота. И уже начинает идти дождь. Он нас наверняка прогонит отсюда. Еще нам нужно накрыть таху. Вот, чтобы сюда вода тоже не попадала. Но я чуть больше доволен, нежели чем предыдущим вариантом. Еще нужно собрать вот здесь наши подкрылки. И будет все красиво. Вот мне почему-то кажется, должно быть все хорошо.
Немного там у нас отверстие некрасиво. Юр, нормально или хлам? Домкратом надо вот поставить. Да ладно, пусть она, ну ничего Ну страшного. или два эти пересверлим все. Не. Пусть так будет. Собираем инструменты, сваливаем. Друзья, на этом серия заканчивается. Я думаю, мы продвинулись очень серьезно с Магирусом в этой серии. Теперь он уже готов к небольшому тест-драйву. Возможно, нужно проехать на нем, почувствовать, как он чувствует себя на трассе. Это очень важно для меня, чтобы понимать, что дальше с ним делать. Я хочу еще просто прокатиться на нем. Это мы обязательно сделаем. Вот. Ну а вам огромное спасибо, что в этой серии были с нами. Спасибо, что поддерживаете нас на Бусти. Все ссылки в описании. Не забывайте про нас. Ну и как обычно, желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.